Ну что, всем привет! Время ночной пересадки в Пудуне. Я хочу вас сразу подготовить, простой она не будет. Я летела из Новосибирска в Пудун, Шанхай, и дальше полечу в Сеул. Прилетела я в час ночи, до 2:30 я проходила только паспортный контроль, заполняла все бумажки и так далее. Об этом тоже расскажу подробнее. И после в 9 утра у меня вылет в Сеул. Итак, что вам предстоит? Ну, во-первых, когда вы прилетаете, сразу не бегите все подряд сканировать, заполнять и так далее. Если у вас трансфер просто, то заполняете одну единственную бумажку, такую квадратненькую. Длинную бумажку заполнять не нужно, в автомате также сканировать отпечатки пальцев не нужно. Я в такой странной позе сижу, потому что потом покажу, какая здесь обстановочка. После этого сразу направляетесь к паспортному контролю, видите там надпись 24144. Ну, либо вы можете заранее, как сделала я, написать в переводчике, что вы там летите, например, в Сеул, куда мне идти, все показываете дядечке, он вам говорит, куда идти. Мой дядечка очень удивился и обрадовался тому, что там надпись на китайском, а не на английском или на каком-то еще языке, и быстренько меня правильно направил. Что еще стоит взять с собой, так это распечатку билета на ваш следующий рейс. После этого вам все продиагностируют, проверят, спросят, куда вы летите и так далее. Возьмут у вас отпечаточки пальцев именно на паспортном контроле, не в автомате автоматическом, который есть, как только вы сразу прилетаете. После этого чаще всего рейсы из России прилетают у нас в терминал 2. После этого отправляетесь в терминал 1. Для этого нужно получить багаж, соответственно, и идти на выход в зеленую, ну, либо красную зону, смотря какая ситуация у вас. После этого идете просто прямо, и все, там по указателям увидите терминал 1. На самом деле там еще написано, что расстояние до первого терминала 410 метров. Не верьте ему, потому что мы шли реально долго. Ну и также стоит учитывать, что здесь очень душно, очень жарко, находиться прям совершенно неприятно. 10 потов сойдет, пока ты дойдешь от одного терминала до другого. Да, здесь есть бесплатные кулеры, так сказать, с водой, с горячей, с холодной. Единственное, что для горячей воды стоит брать подходящую емкость. Здесь их нет. Но для холодной воды есть стаканчики, но я все-таки рекомендую взять с собой бутылочку, наполнить ее и так далее, потому что с одного стаканчика в такую температуру не напьешься. Вот так они выглядят. Очень много их по всему аэропорту. Следующий нюансик у нас заключается в том, что здесь негде сидеть, негде лежать, негде вообще что-либо делать. На самом деле я смотрела уже видео, когда готовилась к своей поездке, о том, как у людей проходят пересадки в Шанхае, но, видимо, они показывали уже ситуацию после прохождения в чистую зону. То есть, когда вы уже получили билет и прошли туда дальше. Пока у вас нет билета, ну, допустим, у меня не открыта регистрация. Пока что на мой рейс, и электронного билета у меня тоже нет. У меня есть только маршрутная квитанция, электронный билет, но это не равно тот билет, который подходит. И так далее. Ну и при этом мне нужно еще сдать багаж, поэтому я не могу просто пройти. Я нахожусь здесь. Какая обстановочка? Здесь очень много людей, здесь большое пространство, и нет никаких мест, на которых ты можешь посидеть, а тем более полежать. Местные китайцы просто лежат на полу, при этом некоторые настолько заморачиваются, готовясь к своему полету, что берут с собой простыни какие-то, подушечки, одеялки для того, чтобы более комфортно лежать. Это, конечно, жесть. Ну, вы же в Китае живете, вы понимаете, что у вас много людей, у вас большой пассажиропоток, как местных, так и иностранцев, тем более это международный терминал. Я обошла здесь весь первый терминал, нашла несколько скамеечек, на которых можно сидеть, но опять же там все занято. И нашла 2 или 3 скамеечки, на которых можно вытянуться, полежать, но опять же, соответственно, в 3:30 ночи уже тоже все занято и прилечь негде. Поэтому, как местные китайцы, я не готова лежать на полу, все-таки простужаться у меня нет желания. Я сижу просто на металлической вот такой вот штуке рядом со стойками регистрации, потому что это хоть какая-то альтернатива, хотя бы, более-менее тепло, попа не мерзнет. Вообще, у меня давно такого не было. Наверное, в Анталии я последний раз сидела чуть ли не на полу, потому что там тоже была такая сомнительная ситуация, но это тоже бывает летом, на самом деле, и сейчас по-прежнему.
Что еще хочется отметить, так это то, что здесь нет никаких магазинов. То есть здесь вы не купите себе еду, даже тот же самый дошик, ничего не купите. Здесь есть вендинговый аппарат, но там чокопай, вода и еще какие-то напитки. Не знаю, там все написано на китайском, и сам аппарат тоже на китайском. И я не уверена, что карточка Union Pay наша работает. Кроме обмена валют, вот правда здесь нет ничего. Я не понимаю, что это за логика. Это очень странно. Я прям расстроена, честно говоря, от такой ситуации. Буду ждать открытия регистрации, посмотрю, что там в следующей зоне. Тоже вам покажу, расскажу, но пока что сомнительно. Мне сидеть вот в такой вот позе на краешку попы на железной штучке 2 часа. Хорошо, что хотя бы смогла поспать в самолете, взяла с собой мелатонин, и полет в целом прошел приятно. Ждем-с. Ну что же, как раз эти самые классные скамеечки, на которых можно с кайфом, с удовольствием лежать, мягонькие, тепленькие, расположены после прохождения всех контролей. То есть, когда у вас уже есть билет на руках, вы прошли паспортный контроль и так далее, и дошли до своего гейта. У меня гейт 117, поэтому вот такая у меня классная зона с цветочками, шанелями, Гуччи и Монбланами, которые, к сожалению, а часы-то я сняла. Ну, в районе сейчас 7 часов утра не работают. Как и Duty Free, кстати. Duty Free не работает ночью. Все просто счастливы, рады. Но я надеюсь, что хотя бы часов с 8 они работают, и можно будет пройтись там. Потому что хотелось бы как-то посмотреть на Duty Free китайский. Я думаю, что там есть что-то интересное и по более выгодным, привлекательным ценам. Потому что Starbucks, я застала Starbucks, ура, появилась еда. Я вам в начале видео говорила, что нет еды, о боже. Открылся где-то 4:30 утра Starbucks. Я там за всего лишь 56 юаней выпила вкуснейший американо, что удивительно для Starbucks, потому что обычно там какая-то вот такая водичка. Очень вкусный американо был и очень-очень вкусный сэндвич с говядиной. Тоже потрясающий был. Цены, по-моему, супер приемлемые. Но здесь везде, во всем аэропорту реклама Union Pay, но моя карта Россельхозбанка Union Pay не сработала. Пришлось доставать свою золотую карту прекрасную от Каспи. Что касается прохождения контролей, все достаточно просто и быстро. Немножко формата, не то чтобы Израиля, но какая-то такая аутентичность все равно присутствует. То есть у вас берут пробы, вас осматривают везде, достаточно тщательно проверяют багаж, ну, ручную кладь я имею в виду. Но, кстати, многие жалуются, что прям очень-очень дотошно осматривают все, но на самом деле я бы так не сказала. Ничего такого особенного нет, как и всегда, в общем-то, как и везде, в том же Питере нужно доставать ноутбук, планшет и все прочее. Но у меня также достали на доп. Проверку камеру и микрофон. Поэтому, ну, на мой взгляд, ничего примечательного. Прошла достаточно быстро. Единственное, что было всего лишь одно окно. Ну вот, как я и говорила, все закрыто. Было всего лишь окно одно на прохождение контролей, поэтому достаточно долго это все было, но в целом более-менее. Ой, я иду сейчас к классному месту. Вам покажу, как это выглядит. Ну и также обратите внимание на то, какое количество мест есть в этой зоне. И также там дальше есть точно такие же скамеечки, на которых можно полежать. Ну, собственно, погодка сомнительная. А еще напротив 117-го гейта есть суперская зона с зарядками, с местом, где вы можете комфортно расположиться, при этом здесь нет людей. И здесь вот такая видовая зона на летное поле. При этом зарядки совершенно разных типов, сейчас вам покажу. То есть вы можете здесь зарядить и нашей стандартной розеткой, и USB-шной, и китайской, по всей видимости. В общем, очень комфортно, светло, свежо, в отличие от других зон. В общем, очень рекомендую тем, кто хочет посидеть, возможно, поработать, а не полежать на тех зонах, которые я вам показывала.